Друзья, всем привет! Добро пожаловать в студию Aqua Dream. И сегодня новый проект круглого нано-аквариума. Но он сегодня будет очень интересный. У меня возникла идея оживить бонсай дерево. На рынке продаются мертвые бонсай деревья. И я хочу оживить это дерево с помощью анубиаса, посадить на него анубиас. Этот стиль будет что-то подобное ивагуми стиля, будет только дерево с анубиасом сверху и также ковровые растения с декоративными камнями. Но сегодня я хочу взять вас с собой на рынок, мы вместе купим сам аквариум, мы вместе найдем и купим бонсай и все растения, которые мы будем использовать сегодня в нашем скейпе. Ну что, поехали? Итак, вот она моя студия, вот моя вывеска вон там, видите, со звоночком. Те, кто хотят прийти, звонят. Надо, кстати, вывеску помыть, 100 лет не протирал ее, позорно грязная. И вон там моя студия на втором этаже с кучей растений, о которых я забочусь, стараюсь, по крайней мере, поливаю их регулярно. Итак, ну что, на дворе жара. Но надо ехать за растениями. Погнали! А вот это я на мотобайке и в маске, чтобы не дышать выхлопными газами. Так, вот мы прибыли на улицу, где продаются растения. Также все для аквариумов. Целая длинная улица с огромным количеством магазинов, где можно все купить. Вот один из магазинов с растениями и тот, где я покупаю разного размера для нано-аквариума стеклянные чаши. Вот их огромное количество разного размера, разной формы. Сейчас подберем ту, которая нам нужна. Итак, возьмем вот такого размера. Называю я его XL. Те, которые у меня с буцефаландрой, с ивагуми проектом были. Кто не смотрел видео, найдите у меня на канале. Вот такого же размера чашу сейчас сверху продавец нам принесет новую. Не запыленную, не грязную. Смотрите, какая красота здесь. Огромное количество растений. Я иногда здесь что-нибудь покупаю для студии. Люблю я растения покупать в гидропонике. Вот такие. За ними уход проще. Воду только нужно менять периодически. И они спокойно растут. Видите, зеленые, здоровые. Красота. Скоро моя студия будет такая же зеленая, надеюсь. Вот, смотрите, сколько разного стекла. Кстати, я вот думаю проект сделать вот в такой вот чаше. Что думаете? Не очень они мне нравятся. Не очень они подходят для аквариума. Но как креветочный аквариум вполне можно попробовать. Вот нам коробочку принесли. Сейчас откроют. Проверю, нет ли царапин. Или каких-то дефектов серьезных. Вот она. Красивая чаша. Немножко, конечно, в каком-то слою жира все равно, но я это все легко отмываю чистящим средством для стекла. Красиво, никаких серьезных дефектов не вижу. Можем брать. Окей. Вон, только что заметил, продавщица сама сделала вот такой террариум. Красиво. С Буддой. Она мне вот сейчас на мотобайк, на мой, прикрепит коробочку. Вот так вьетнамцы все перевозят на мотобайках. Так что я как вьетнамец сейчас поеду. Но мы еще не закончили, еще надо все растения для нашего проекта купить. В магазине нам нужно много анубиаса. Сейчас не сезон анубиаса, почему-то в магазинах он пропал. Остаются только остатки. Я люблю анубиас нано петит. Он лучше всего приспосабливается и растет. Но вот петита нет, есть просто нано. Вот такой. Вот здесь вот в остатке у него. Раз, два, три, 4. Я самых мелких выберу. Нам нужно как можно меньше анубиас с маленькими листиками, чтобы смотрелось красиво. Вот эти 3 я куплю и поедем дальше еще искать. Здесь видите
другие растения. Сейчас как-то магазины опустели. Не так много выбора, как буквально 2 недели назад. Надеюсь, что они скоро опять будут полными растений. Не всегда можно купить то, что хочется. О, кстати, нам нужны ковровые растения. Но они выглядят не очень здорово. Посмотрим дальше. Вот, кстати, у них тут и разного вида галька продается, песок. Вот такая искусственная, которую я никогда в жизни использовать не буду. Искусственные растения, что тоже, сами понимаете, не очень. Корма, вот у них всякие жидкости и так далее. Все есть, все, что хочешь. Вот, кстати, дерево нам нужно купить, найти маленькое бонсай, мертвое дерево для нашего проекта. Здесь я его не вижу, поэтому поедем дальше. Вот, кстати, рыбы. Вот, кстати, друзья, в соседнем прям магазине, смотрите, что я увидел. Это не совсем бонсай, мертвое дерево, но... Или оно бонсай, кстати, скорее, может и бонсай. Выглядит немножко по-другому, но мне кажется, это то, что как раз мне и нужно. Потому что аквариум у нас небольшой, маленький бонсай очень сложно найти. И здесь он уже готов, приклеен к камню, как раз к тому, который я буду использовать в этом скейпе. То есть все готово. Осталось только посадить анубис и оживить это маленькое деревце. Как думаете, левое или правое? Мне кажется, правое смотрится гораздо интересней. Стекло в аквариуме еще его увеличит, поэтому чем меньше, тем лучше. Но мне нравится правый тем, что вот здесь есть типа, сделали они такие типа корни этого дерева. Так что на него мы еще сможем посадить что-то. Наверное, возьму вот это. Немножко дороговато цену мне озвучили, но что делать, мне нравится. Так что берем и едем дальше искать анубис и ковровые растения. Так, вот мы еще в одном магазине. Смотрите, вот такая трава у них есть. Так что я думаю, что как раз ее я возьму, посадим немножко. И здесь есть у нас Монте-Карло. Очень хорошо выглядит, тоже возьмем. Анубиса у них тоже нет. Так что продолжаем поиски анубиса. Вот еще один магазин. Смотрите, какое разнообразие всяких растений. Столько всего растений, а анубиса нет. Как назло. Видимо, я в такой сезон попал, когда анубис не доставляют. Но я надеюсь, что дальше в магазинах сможем найти. В принципе, дерево у нас небольшое, поэтому не так много его нужно. Любимый магазин, где я люблю все покупать. Здесь хорошие продавцы. И у них есть анубис. Правда, он крупноват. Не того размера, какой я бы хотел. Но я его буду пробовать отделять на маленькие кусочки, чтобы смотрелось поинтересней. Посмотрим, что выйдет. По крайней мере, больше ездить мне не нужно и искать. Здесь вполне достаточно того, что есть. Так, и, наверное... Хотя ковровых растений у нас уже достаточно. Больше, наверное, сажать не буду ничего. Вот этот нравится. Японика мне очень, но места для нее нет. Так что берем анубис. И, кстати... Так, мы прямо возле дороги, извиняюсь за шум. Здесь во Вьетнаме все сигналят постоянно. И, наверное, возьмем немножко мха, кстати. Мох у меня закончился. Вот, и, кстати, может вот эту травку взять, немножко посадить. Хотя у меня в большом кубическом аквариуме ее полно, я немножко отщипну оттуда. Так, ну что, берем анубис и поедем обратно в студию начинать
работать. Там мне готовят растения, покажу вам, какие рыбы здесь есть. Названий я всех не знаю, сразу извиняйте. Но вот это золотые рыбки, я так понимаю. Здесь всякие выведенные, разноцветные. Неончики. Неончиков я люблю. Вот такой более красный. Кстати, хочу такой, наверное, в следующий свой большой аквариум. Тетра. Скалярки. Маленькие, красивые. Барбусы вон. Как всегда, шустрые. Вот это самая дешевая рыба, которую вообще продают для корма другим рыбам. Я покупал такую свой аквариум с черепахой, потому что они шустрые, быстрые, черепаха их никогда не поймает, и они очень хорошие чистильщики. Что еще есть? Ну и, конечно, короли всех рыб, дискусы, мои любимые. Наверное, когда-нибудь настанет тот день, когда я сделаю огромный, красивый аквариум с дискусами. Здесь они, кстати, во Вьетнаме довольно недорогие. И можно найти разных расцветок. Вот, кстати, смотрите, какой большой выбор бетты. Как я вам говорил, в своем бета-аквариуме я вот здесь свою бетту и купил. Смотрите, какое разнообразие расцветок, форм. Здесь они ставят загородку, чтобы они между собой не грызлись, не ссорились. Так как бета, как вы знаете, агрессивная рыба, поэтому она всегда живет одна. Здесь, кстати, гупешки. Смотрите, какие красивые черные гуппи. Ну что, пора заплатить и едем обратно в студию. Итак, ну что, аквариум я установил, я его почистил хорошенько, он был в жирном налете. Теперь стекло чистое и готово к установке. А бонсай наш, смотрите, как красиво смотрится. Только он будет повыше, я хочу его сделать немножко наискос. Будет. Субстрат, я думаю, сделать с низиной в середине и с возвышенностью по бокам. И также дерево будет немножко наклонено вправо. Примерно вот так. Лампы пока нет, я ее заказал, но она пока не приехала, поэтому я использую лампу от Iwagumi аквариума. Пока так. Надеюсь, что сегодня привезут, либо завтра. Посмотрим. Ну что, не терпится уже начать и посмотреть, что получится в конце. Смотрите видео до конца, не переключайте. Ну а первый этап, как всегда, будем засыпать гальку первым слоем. Сначала мне ее нужно промыть, дерево я пока вытащу. Начнем.
время засыпки субстрата. Итак, для субстрата в этот раз я буду использовать аквариумный сойл, обычный. Также я опять купил вот этот гранулированный субстрат, вот в таких гранулах. Так как этот гранулированный субстрат я использовал для своего ивагуми скейпа, там где растет у меня и очень хорошо разросся Монте-Карло, мне кажется, возможно, повлиял вот этот гранулированный субстрат. Не факт, но все же я решил опять его использовать, так как в этом скейпе мы также будем использовать Монте-Карло. Также я вспомнил, что у меня есть немножко активированного угля. Мы добавим тоже в субстрат для дополнительной фильтрации. И также на пробу первый раз я решил попробовать купить таблетки для корней растений. Первый раз буду их использовать, посмотрим, как они будут работать. Ну что, поехали, засыпаем субстрат. Гранулы эти я открывал и просто высыпал то, что в них. Кстати, вот эти мелкие желтые шарики внутри гранул очень похожи на те, которые используют в магазинах, чтобы растения всегда выглядели здоровыми и красивыми. Посмотрим, как будет работать. Ну что, теперь сверху все засыпем аквариумным сойлом. Совсем забыл, я же хотел добавить активированного угля еще немножко. Сейчас мы его добавим. Итак, аквариумная подложка готова для растений. Теперь время для нашего пока еще мертвого бонсая. Начинаем его устанавливать и работать над основным хардскейпом. Добавлю таких же серию камней. Итак, теперь начинаем укладывать наши камни, такие же, как и у бонсая. Я выбрал 5 самых мелких, которые у меня были. Посмотрим, какие лучше подойдут. Ну вот он, наш хардскейп готов. Камни установить времени много у меня не заняло. И, по-моему, получилось очень даже неплохо.
что, настало время для посадки растений. Ох, намучаюсь я с Монте-Карло, потому что Монте-Карло очень тяжело сажать кусочками субстрат. Он постоянно всплывает, но... Итак, Анубиас готов. Я его очистил от губки, в которых он продавался. Вот это все, что есть у нас, должно хватить. Берем клей специальный для приклейки растений на вооружение. Начинаем оживлять наш мертвый бонсай. Мне кажется, что в этот раз даже клей не понадобится. Смотрите, этот бонсай очень удобен, что в него просто можно положить анубис, и он в принципе будет хорошо держаться. Вот так и будем его сажать. Там, где нужно, буду использовать клей. Поехали! Итак, далее самая сложная часть – это посадка нашего Монте-Карло. Сажать я его буду в самой светлой части. Вот видите, под нашим бонсаем тень. Ну, скорее всего, если лампа будет посередине светить, может туда и будет падать свет, но туда сажать Монте-Карло я не буду. Может, мы туда положим камушек или вообще оставим пустым, либо травку туда посадим. Монте-Карло у меня не так много. Попробуем захватить им всю светлую часть. В любом случае он потом разрастется. Перед тем, как я буду сажать Монте-Карло, я наберу воды примерно буквально на 1 сантиметр, чтобы мне легче было его сажать. Итак, у меня получилось всего 8 кусочков Монте-Карло. Не будет этого достаточно, но ничего страшного, так как мы посадим травку, которая разрастается по всей поверхности. Так что спустя какое-то время вся поверхность будет зеленая. Также Монте-Карло в будущем разрастется. Итак, Монте-Карло готово. 8 кусочков я решил посадить только в этой части. Будет такая полянка из Монте-Карло. А всю травку в этой части. Камни, получается, будут немного отделять нашу полянку из Монте-Карло. Но Монте-Карло еще побежит, скорее всего, вот здесь будет разрастаться. Но вся травка будет в этой части. Итак, теперь время для нашей травки. Вот такая красивая. Она очень хорошо разрастается. У меня почти во всех нано-аквариумах я ее использую. И вот еще одна такого типа травка. Тоже у меня в некоторых моих аквариумах есть она. Тоже неприхотливая, хорошо растет. Называется Лилиополис. И, кстати, вся эта травка продавалась в таких горшочках вот с такими камушками, которые в точности подходят к большим камням, которые я сегодня использую. Так что буду их использовать для дополнительной декорации. Будет очень красиво.
Ну вот и все, друзья. Не так много растений, но смотрится очень красиво. Осталось только добавить мелкую гальку, мелкие камушки того же цвета для декорации, и я их посыплю вот в это пустое место. Готово! Осталось заполнить аквариум водой, добавить кондиционер для воды и бактерию, а также у меня есть штук 6 улиток, как всегда, первые поселенцы, первые работники по чистке аквариума. Итак, друзья, я не удержался, все-таки мне показался скейп немного пустоватым. Несмотря на то, что этой травкой зарастет все дно в будущем, мне захотелось побольше анубиса в нижней части, между камнями и вот там, где корни. И мне удалось найти еще анубис нано, только он посветлее, он светло-зеленого цвета, что очень даже хорошо. Скейп не будет смотреться слишком одноцветным, и светло-зеленый анубис будет только в нижней части. Давайте сажать, и на этом закончим. Ну все готово, так намного лучше. Итак, теперь я добавлю бактерию и кондиционер для воды. Бактерии я добавляю в 2 раза больше, так как аквариум новый. Размешиваю. Заодно собираю частички растений. Они нам не нужны, лишний мусор. Ну что, готово. Теперь аквариум смотрится намного наполненнее, зеленее и красивее. Теперь осталось дождаться моей 9-ваттной лампы. Скорее всего, сегодня-завтра ее доставят. Пока что свет направлен с 2 боковых других аквариумов в этот. На первое время я установлю 5-ваттную лампу настольную, обычную. Этого вполне на первое время хватит, на 1-2 дня. Ну все, осталось сделать только финальное видео и показать вам поближе, что у нас получилось. Ну а если вам понравился мой новый скейп, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, не забывайте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, и увидимся с вами снова в новых проектах. Пока-пока!